Всем привет! Вы на канале Планета Земля, и сегодня мы поговорим о кузнечиках. Летом в поле или на лугу раздаются умиротворяющие звуки, шелестящая песня кузнечика, стрекочущего в разнотравье. Мы знакомы с ним с самого детства, и многие часто напевали песенку о нем. А когда становились чуть старше, вооружались сачком, а кто и просто ладошками. Бежали на лужайку охотиться на этого чудо-зверя. Прыгают они с травинки на травинку, и не всегда зеленые. А если разобраться, так может это и не кузнечик? И точно ли он ест одну лишь травку и дружит с мухами? И почему кузнечик, а не прыгун, например? Как только появляются вопросы, на них должны быть получены ответы. Поэтому здесь и сейчас мы постараемся узнать об этом интересном насекомом. Поехали! Интересно, почему кузнечика назвали кузнечиком? Ведь его трескотня мало похожа на могучее уханье молота о наковальню, а сам он и близко не напоминает кузнеца. Да и название это встречается только в России. В других языках оно чаще всего связано с манерой насекомого высоко и далеко прыгать. В белорусском и украинском – конык, в болгарском – скакалец, у хорватов – скаковач, а у английского населения он гроссхоппер, дословно травяной прыгун. И точной формулировки так и не нашлось. Пришлось понаблюдать самим и немного подумать. Наше предположение заключается в том, что кузнец работал не только молотом, он еще точил мечи. И тут ассоциация такая. Кузнец точит меч, как и кузнечик шевелит лапками, как будто что-то точит. Да к тому же у самочек кузнечика яйцеклад напоминает меч. Но это лишь мысли вслух. А ваши версии ждем в комментариях. Когда мы вспоминаем кузнечиков, мы представляем милых прыгающих насекомых, которых мы так хотели поймать в детстве. А при слове саранча у нас перед глазами предстает ужасное существо, пожирающее все на своем пути. Но саранча, оказывается, это родственник кузнечика. И саранча, и кузнечик являются членами одного и того же отряда насекомых. Прямокрылые или прыгающие прямокрылые. И на самом деле многие путают саранчу и кузнечика, причем часто. Когда видят саранчу, называют ее кузнечиком. И наоборот. А есть еще кобылки и сверчки. Они тоже очень похожи, и нужно разобраться. Кузнечики, саранча, кобылки и сверчки являются представителями отряда прямокрылых. А также этот отряд включает в себя триперстов и прыгунчиков. Когда мы идем через луговую траву, во все стороны из-под ног выпрыгивают кузнечики. Однако не кузнечики это вовсе, а кобылки. Кузнечики же притаились в укрытии и тихо дремлят. Существа они малоподвижные и выползающие из своих укрытий в сумерки. А вот кобылки отличаются повышенной прыгучестью и подвижностью, а также ведут дневной образ жизни. Кузнечиков от саранчи и кобылок отличают длинные усики. И усики у кузнечиков не просто длиннее, чем у саранчи, а без выраженного сегментирования на членики, а также маленькие по сравнению с саранчой глаза и короткое тело. Еще одно отличие саранчи от кузнечиков: на задних конечностях на бедрах у саранчи есть ярко выраженный своеобразный рисунок, напоминающий колосок пшеницы. Все лапки кузнечиков состоят из 4 члеников. У самок кузнечиков имеется саблеобразный или мечеобразный плоский яйцеклад на задней части брюшка. Кобылка – это одиночная разновидность саранчи. В годы богатые пищей саранча не живет стаями. Впрочем, точные причины перехода к стайной жизни, наоборот, еще не до конца изучены. Но версий хватает. От обычной нехватки пищи до изменений климата. Часто одиночная разновидность от стайной имеет сильное отличие. Нередко стайных и одиночных насекомых считали совершенно разными видами. Отличаются кобылки от саранчи, во-первых, наличием защитной раскраски, во-вторых, меньшими размерами, а также явным наружным отличием самок от самцов. Существует и еще множество других различий, в том числе в поведении и в строении внутренних органов. Сверчок, несмотря на то, что смахивает на таракана, родственник кузнечика и саранчи. Существует великое множество видов сверчков, однако все они чаще всего имеют неяркую серую или черную расцветку, в отличие от нередко ярко окрашенных кузнечиков и саранчи.
саранчи. Главное видимое отличие сверчков от кузнечиков – то, что у обоих полов сверчка есть длинные церки, то есть две членистые нитки на заднем сегменте брюшка и напоминающие щетинковидные усики. У кузнечиков и саранчи церки при наличии обычно короткие. Кстати, массивная устрашающая медведка – это самый близкий родственник сверчка. О кобылках, саранче и сверчках мы обязательно поговорим в следующий раз, а сегодня обратим все внимание на кузнечика. Кузнечик – насекомое, встречающееся практически повсюду. Оно настолько выносливо и непритязательно к условиям среды, что способно с успехом прижиться практически в любом уголке огромного мира, исключая разве что области планеты, покрытые вечными снегами и круглый год скованные льдами. Это насекомое встречается на равнинах и высокогорьях. Скрываясь в зеленой луговой траве, оно является обитателем влажных знойных джунглей и даже засушливых пустынь. Семейство содержит около 20 подсемейств, которые включают около 200 родов и более 6400 видов. И это только те, которых классифицировали. Это очень много. И давайте мы с вами посмотрим на некоторых из них. Причем многие научные названия отличаются от общепринятого слова кузнечик. Но все это одно огромное семейство настоящих кузнечиков. Пилохвост сосновый, скачок двухцветный, мечник короткокрылый, мечник обыкновенный, пластинохвост точечный, узелкоус европейский, скачок короткокрылый, пластинокрыл обыкновенный, кустолюбка пепельная, скачок серый, скачок резеля, кузнечик серый, кузнечик певчий и кузнечик зеленый. Обычный зеленый кузнечик имеет длину тела до 40 мм и считается самым распространенным. А самый большой – это гигантский кузнечик. Он один из самых крупных кузнечиков с длиной тела, достигающей 12 см и размахом крыльев до 25. Ярко-зеленые надкрылья имеют глянцевый отлив. Листовидная форма тела и ярко-зеленая окраска помогают кузнечикам маскироваться в кронах деревьев, мимикрировать под листья растений. Ноги насекомых длинные и покрытые мелкими шипами. Гигантский кузнечик обитает в тропических лесах острова Новая Гвинея, Ару и на севере полуострова Кейп-Йорк, на крайнем северо-востоке Австралии. Кто увлекается насекомыми, вспомнит про гигантскую уэту. Но это, дорогие друзья, сверчок, и он из другого семейства, анастоматит, но тоже является прямокрылым, хоть и без крыльев. У всех настоящих кузнечиков внушительные усики, которые нередко оказываются длиннее туловища этих маленьких существ, служат им органами осязания. Само тело данных насекомых имеет три отдела. Первый из них – крупная голова, на которой четко выделяются фасетчатые глаза. Другими двумя частями являются грудь и брюшко. Кузнечик является обладателем 3 пар ног или лапок, кому как нравится. И ноги эти – это что-то. Передние 4 конечности служат ему для ходьбы. На них же, как это ни удивительно, размещаются уши насекомого. Да-да, слушают кузнечики ногами, так как их органы предназначены для улавливания звуковых волн. Если точнее, барабанные перепонки размещаются на голенях. У части разновидностей они открыты, но некоторые виды наделены особыми крышечками, скрывающими их. Внутри эти уши устроены весьма сложно, а снаружи выглядят как перепонки или узкие щелки. Сам слуховой аппарат обладает весьма чувствительными клетками и нервными окончаниями. Однако внутри уха насекомого ученые обнаружили уникальный орган, заполненную жидкостью полость, напоминающий продолговатый шарик, слуховой пузырек. Своим уникальным слухом кузнечики обязаны именно этому органу. По словам одного профессора биологии, уши кузнечиков помогут инженерам разработать миниатюрные слуховые аппараты, способные очень аккуратно распознавать звуки. Исследователи считают, что это также послужит вкладом в развитие ультразвуковой техники нового поколения, в том числе диагностической медицинской аппаратуры для больниц. На конце брюшка хитиновый меч. Нет, это не оружие, это яйцеклад, и он есть только у самочек. А кто пытался поймать кузнечика, знает, что они очень высоко прыгают. Если бы люди могли прыгать на такие расстояния, как эти насекомые, то они могли бы с легкостью перепрыгнуть футбольное поле. Прыгают на такие расстояния они благодаря своим задним ногам. Их задние ноги функционируют как катапульты. При подготовке к прыжку кузнечик сокращает свои большие мышцы
мышцы-сгибатели, сжимая задние лапы в коленном суставе. Специальная кутикула в ногах насекомого работает как пружина, накапливая всю потенциальную энергию. Затем насекомое расслабляет мышцы ног, позволяя пружины высвободить энергию и выбросить его в воздух. При этом кузнечик поднимается весьма высоко и передвигается на значительные расстояния, раз в 20 превышающие его собственные размеры. Кроме того, у них есть крылья. Причем две пары, передние и задние. С их помощью кузнечик тоже способен перемещаться. А пока он на растении, кузнечик сливается с ним по цвету, что дает шанс остаться незамеченным и несъеденным. У большинства видов на крыльях даже есть своеобразные жилки, что еще больше увеличивает схожесть кузнечика с зеленым листочком. Если хищник все же замечает добычу и приближается, прыгун расправляет задние крылья и делает прыжок навстречу, что на какое-то время повергает врага в шок и изумление. Этой секунды вполне достаточно, чтобы кузнечик резво скрылся в ближайших зарослях. Про прыгучесть и про то, что как они слышат, мы выяснили. Осталось разобраться, как они исполняют свои песни. На любой лесной поляне и на лугу, летний солнечный день и даже ночью мир наполнен звуками. Если прислушаться получше, можно различить два основных типа песен. Одни более глухие, скрипение, шумные, а другие более звонкие, чистые, содержащие очень высокие тона. Первые принадлежат не кузнечикам, а многочисленным видам саранчевых насекомых. Кобылкам. Их звуковые органы устроены проще, чем у кузнечиков. И песня, а вернее поскрипывание, напоминающее царапание иголки по бумаге, возникает при трении бедер длинных задних ног об утолщенную жилку надкрылий. Песни настоящих кузнечиков и их музыкальный инструмент гораздо сложнее. Он состоит из утолщенной жилки на левом надкрылье, изрезанной наискось твердыми зазубринками настоящего смычка, который трется об утолщенную жилку на правом надкрылье, обрамляющую тонкую перепонку, зеркальце овальной формы. Перепонка зеркальца колеблется, усиливая возникающий при трении звук. Звуковые органы прямокрылых насекомых, сверчков, кузнечиков, саранчевых человек издавна сравнивал со скрипкой. Они действительно отчасти напоминают их по устройству и звучанию. По сути, прекрасные музыканты. Как же приятно лежать на лугу и наслаждаться симфонией тысячи кузнечиков и сверчков. Вот оно, полнозвучие лета. А мы продолжаем дальше рассекречивать зеленых прыгунов. Николай Носов написал интересное стихотворение в рассказах о Незнайке и его друзьях о том, что кузнечик ест одну лишь травку, да и с мухами у них дружеские отношения. Но писатель был очень снисходителен к нашим зеленым товарищам. Кузнечики в природе являются на самом деле хищниками. И хотя в их рацион входит и растительная пища, но основное меню составляют маленькие бабочки и гусеницы. Хотя это касается их взрослой стадии, о которой мы поговорим позже. Притаившись в засаде, кузнечик поджидает добычу и мощными лапками, которые находятся впереди, хватает жертву. Затем охотник, пользуясь сильной челюстью, кромсает пойманное насекомое и затем съедает его. А если еще дальше углубиться, то кузнечики-каннибалы. Они не исключают из своего меню и своих мелких собратьев, а также их личинки. Они не гурманы, поэтому кушают все, что встречается на пути. Причем делают они это после захода солнца, пока никто не видит. С заходом солнца активность кузнечиков возрастает. Дневные насекомые, как правило, плохо ориентируются в темноте, а кузнечику помогают длинные усы и чуткие органы слуха, расположенные на коленках. Некоторые родственницы кобылки вдвое крупнее кузнеца, но мощный укус в затылок обездвиживает любую из них. Даже цикадам, которые хорошо летают, спастись не удается. Так что дружба с мухами у них довольно-таки односторонняя. Но самые, пожалуй, крупные и необычные для людей – это африканские бронированные кузнечики. Его тело – бронированный экзоскелет. В его жилах течет ядовитая кровь. Этот киборг не знает сочувствия и пощады. Африканский бронированный кузнечик не похож на того, кто будет пиликать вам на скрипке. Скорее, этот членистоногий монстр снимется в «Звездном десанте» в роли главного жука-антагониста. Брутальный тип обосновался в не менее брутальном месте. Его дом – пустыня Калахари, суровый
другой уголок этого материка. Здесь нет воды и почти нет пищи. К этим условиям приспособились лишь сильнейшие из сильнейших. Поэтому кузнец научился поедать абсолютно все. С аппетитами нашего героя может посоревноваться лишь саранча. Да и как их сравнить-то? Ведь гроза полей и огородов чистый веган, причем небольшого размера. А тут биокиборг, который разбавляет растительную пищу своими членистоногими братьями. А особо наглые экземпляры не стесняются забираться в гнезда и перекусывают птенцами. Причем у всех кузнечиков склонность к хищничеству в основном проявляют самки, а самцы сладкоежки. Упавшие на землю фрукты – настоящее лакомство для них. Наиболее сильная особь не подпускает к еде конкурентов, отгоняя их ударами задних лап. Если в охоте не повезло, кузнечик довольствуется растительностью. Таким образом, это насекомое можно назвать всеядным. А кто ест самих кузнечиков? Тут список безграничен. Все едят кузнечиков. Насекомые, ящерицы, земноводные, сурикаты, грызуны, птицы, кошки и, как мы выяснили, кузнечики кузнечиков. Да и люди не прочь перекусить этим прыгуном. Но это на любителя. Хотя и их хватает. Едят этих насекомых в основном в Китае и некоторых странах Азии, Африки и Латинской Америки. А пока он еще прыгает, давайте разберем их жизненный путь. И начнем мы, пожалуй, с песни, причем кузнечиковой. Это самцы ночью развлекают своих будущих невест. Причем звуки кузнечика по праву считаются неповторимыми, разделяясь по громкости, тембру и мелодичности в зависимости от вида. В трек-листе исполнителя есть длинные пронзительные призывные песни, короткие трели предупреждения соперникам и тихая скрипучая баллада, адресованная дамам сердца. Самец не просто играет ее, иногда он еще и пританцовывает, покачиваясь во время исполнения из стороны в сторону. В брачный период кузнечики жестоко дерутся друг с другом, встают один напротив другого и, издав короткие трели, устрашающие противника, сходятся в схватке. Соперники рвут друг друга челюстями и бьют мощными задними ножками. Нередко кузнечики наносят друг другу серьезные травмы, но большинство ран заживет. А вот самая опасная травма – потеря усов. Оказывается, усы кузнечика – это своеобразный документ, удостоверяющий социальное положение. Чем длиннее усы, тем выше статус их обладателя. Такая иерархия соблюдается неукоснительно. Время и длительность брачного сезона кузнечиков напрямую зависит от края, в котором они обитают. В умеренном поясе он начинается с теплых майских дней и заканчивается где-то в сентябре. В зависимости от капризов погоды того или иного сезона указанные сроки могут варьироваться, а в тропиках, на зависть северным собратьям, они поют круглогодично. Если самец оказался лучшим, самочка делает выбор и происходит спаривание. Далее мама-кузнечик занимается вынашиванием яиц, а затем по прошествии нескольких дней их откладывает, выбирая наиболее подходящее тихое укромное местечко, обычно это либо стебель растения, а иногда и просто в землю. Число яиц невероятно большое, от нескольких сотен до 1000 штук. Самка кузнечика вдавливает покрытую защитной оболочкой кладку в мягкую почву, прижимая ее своим брюшком. Для того, чтобы вдавить кладку достаточно глубоко, она надувает брюшко так, что оно увеличивается в 4 раза по сравнению со своими обычными размерами, и поэтому может вдавить кладку на значительную глубину. В умеренных широтах кладка зимует в земле до будущего года. Да, жизнь зеленого кузнечика зарождается в толще почвы, на глубине примерно 5-7 сантиметров. Там насекомое выходит из яйца и начинает трудный путь к солнцу. Личинка первого возраста, то есть до первой линьки, размером в полсантиметра и облачена в белесый чехол, плотно ее облегающий, с пузырем в затылочной части. Двигаясь подобно червю, она проделывает ход наверх, а пузырь, вздуваясь и опадая, служит для того, чтобы раздвигать частички почвы. Встретив на пути камень, личинка обречена, так как она умеет двигаться только по прямой, и выходят наверх лишь самые сильные и удачливые, около 10%. Наверху насекомое скидывает временный скафандр. Немного подождав, пока хитиновые покровы затвердеют под солнцем, личинка приступает к питанию. Она предпочитает самые нежные части листьев. Личинка кузнечика выглядит как взрослая особь,
только маленького размера, у которой отсутствуют крылья. За сезон насекомое линяет несколько раз, увеличиваясь в размерах, пока не достигнет стадии имага. По мере взросления личинки меню ее тоже претерпевает изменения. Постепенно челюсти крепчают, и личинки старших возрастов легко справляются с мелкими насекомыми. В конце концов у них формируются крылья, другие органы взрослой особи, а также репродуктивные части тела. Так является мир у кузнечик. И с учетом всех стадий развития кузнечика продолжительность его жизни составляет чуть больше года, а взрослая особь живет всего 1 лето. Кузнечики очень необычные создания, которые всегда вызывают улыбку на лицах детей. Он хищник, поэтому он не наносит большого вреда угодьям сельскохозяйственных культур. Он сдерживает популяции мелких беспозвоночных, так как употребляет их в пищу. Также он питается саранчой, а на радость огородников еще и колорадскими жуками и их личинками. Для человека кузнечик имеет также умиротворяющее значение, оглашая окрестности веселым стрекотанием в вечернее и в ночное время суток. Сам же он является одним из важнейших звеньев пищевой цепочки, и людям необходимо принять во внимание, что никогда не надо бояться того, чего не знаешь, и тем более уничтожать. Берегите природу сейчас, а она сбережет вас потом. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами канал Планета Земля.